Дорогие друзья, сейчас мы вам покажем, как самостоятельно провести диагностику машинки в том случае, если же она вдруг внезапно перестала работать. Есть несколько причин, но все они, скажем, сводятся к тому, что где-то плохой контакт. Итак, есть у нас разного типа машинки. Соответственно, есть алюминиевые, есть стальные. Когда машинка новая, при сборке может попасть небольшое количество пыли в те места, где проводится непосредственно ток при работе самой машинки. В данном случае, если вдруг машинка перестала работать, рассмотрим сначала алюминиевый вариант. Если машинка перестала работать, нужно провести диагностику следующим образом. Мы выявляем, к какой из двух наших стоек подключены катушки, то есть идет клемма. В данном случае к нижней стойке идет клемма. Вот здесь видно, что клемма подсоединена именно к этой стойке. Мы, соответственно, один ус клипкорда берем, подсоединяем к этой стойке, подключаем просто машинку, проверяем, нажимаем, не работает. Отключаем, оставляем один ус на нижней стойке, где есть клемма. Прислоняем к пружине, нажимаем. Если машинка в этом случае заработала, соответственно, у нас есть два места, где может быть пыль, которая в процессе работы превратилась в копоть и, соответственно, мешает пропуску электричества в процессе работы. Нам нужно будет зачистить здесь, раскрутить саму стойку. Берем, раскручиваем. Нужно будет почистить вот эту часть стойки, протереть салфеткой, чем-нибудь. И, соответственно, на самой раме, вот эту часть, она здесь не окрашена. Да, эта рама просто была черного цвета, анодированная, но это место пропускает электричество. Также протираем какой-либо салфеткой и собираем обратно. Затем мы подключаем машинку. Если заработала, все отлично, проблема устранена. Но если же мы подключаем и проблема не устранена, машинка молчит, в этом случае нужно будет раскрутить именно седло, где находится сама пружина, и почистить саму пружину и само седло. Там тоже оголенный металл. Здесь тоже может образоваться копоть. Также салфеткой чем-нибудь протираем. Ни в коем случае никакими наждачками, ни надфилями это делать не нужно, поскольку здесь есть правильная геометрия. И если, не дай бог, какой-либо наждачкой эта геометрия нарушится, это может привести к тому, что машинка будет работать не так, как работала до этого. Либо вообще может начаться такое, что машина начнет колоть пружины просто без остановки. Этот обязательно момент нужно учесть. Если же при проверке у нас, при вот такой диагностике, к клемме, повторюсь, да, один ус к клемме, где идет стойка, и второй ус мы прислоняем уже к пружине. Если же ничего не происходит в данном случае, то есть мы жмем, машинка молчит, то нужно будет прислонить к контактному винту. Прислоняем к контактному винту, жмем, оп, у нас происходит короткое замыкание, но мы понимаем, что машинка работает, то есть с катушками все в порядке, никаких нареканий нет. Что мы делаем? У нас копоть образовалась именно вот в этой стойке, а конкретно на резьбе стойки и резьбе самого контактного винта, то есть вот здесь внутри. Мы раскручиваем. И усиленно, то есть берем прям усиленно вот так вот крутим туда-сюда, грубо говоря, чтобы эта копоть сошла на нет. Копоть очищается методом трения, грубо говоря. И после чего мы подключаем. Единственный момент, что при проделывании этой манипуляции машинка расстраивается, но многие мастера
крайне редко настраивают свои машинки, соответственно, это даже будет плюс. Вы сможете по новой настроить машинку, машинка вернет былую мощь, которая была, скажем, при заводских настройках. И мы, соответственно, берем, настраиваем машинку. У нас идет 5 вольт для настройки. Подключаем. Все. Машинка настроена, готова к работе. Почему я в начале видео положил еще одну машинку? В данном случае у нас идет стальная рама и клемма у нас на верхней стойке. То есть этот момент тоже нужно учитывать. Возможно, многие подумают, что только к нижней нужно подключать. Нет, обязательно к той, к которой идет клемма от самих катушек. Подключаем к верхней стойке и также проводим диагностику. Ну, придется немножко изощренно дотянуться, допустим, до контактного винта, но все дотягивается, клипкорд позволяет. В принципе, любой клипкорд это позволит. Собственно, все. Такая диагностика, такие процедуры нужно делать, если вдруг машинка в какой-то момент перестала работать. Если же ничего не помогает, пожалуйста, обращайтесь к нам.